привет! Сегодня воскресенье, 1 июня. А в воскресенье или в субботу я люблю что-нибудь приготовить. Вот и сегодня не буду нарушать традицию, приготовлю селедку. Очень вкусную, по-другому совсем рецепту. Ну, селедка это так называется, потому что сельдь у нас в Аргентине не продается. А буду использовать вот такую рыбу, как бы солить эту рыбку буду. Анчоа у нас называется. Не знаю, какая у вас анчоа, у нас вот такая. Анчоус. Заодно можете посмотреть, какой у нас анчоус. А если в ваших странах есть сельдь, то применяйте сельдь или скумбрию. То есть вот у нас просто нет. И скумбрии сейчас не сезон. Не нашли мы сегодня ни скумбрии, а сельдь не продается. Так что для этого что нам нужно вообще? Сначала покажу, что я вообще буду применять. Значит, буду применять вот эта рыбка где-то больше килограмма. Ну, так как мы ее сейчас почистим, выпотрошим, все, получится где-то килограмм кусочков рыбы, которые я буду солить. Значит, на это я буду применять где-то вот так. Вот в стакане водичка. После фильтра берем, там где-то пол-литра водички. Беру 3 луковицы. Мне понадобится черный перец молотый. Мне понадобится гвоздичка и лаврушка, лавровые листики. Мне понадобится уксус. У нас вот такой. Винагрь де алкоголь, уксус. Вот этот уксус буду применять, столовый обычный. Понадобится немножко сахара, понадобится соль. Соль по-испански будет саль. Вот, видите? Вот такая соль обычная. Кетчуп понадобится. И немножко подсолнечного масла. Обычно подсолнечного масла. Все это, конечно, может немножко отличаться, но в моем рецепте буду применять это. А сейчас пойду разделывать рыбку. Рыбка должна быть выпотрошена, снята шкурка и порезанная на кусочки. И потом будем уже готовить рассол. Итак, рыбу подготовили. Рыбу подготовили, кожицу сняли. Где-то вот такими вот кусочками, видите, сделали. Чтобы порциями такими удобно было брать. Лук тоже порезали кольцами. Где-то вот такой ширины. И сейчас будем готовить рассол для заливки этой рыбы. Итак, начинаем готовить рассол. Для этого беру где-то пол-литра воды после фильтра. Сюда ее. Беру вот лаврушка и гвоздика. Тоже сюда уходит. Дальше. Берем этот самый, где-то черного перца, 1 чайную ложечку. Раз. Это будет черный перец. Возьмем 2 чайные ложки сахара. Есть. Вот здесь у меня 4 столовые ложки вот такие соли, без горки, вот так. Вот я их уже приготовил, тоже сюда высыпаем. Теперь уксус, когда закипит, вода добавлю. Так что пока оставляем уксус в сторонке. Берем 1 столовую ложку растительного масла. Раз. Вливаем в наше блюдо. Теперь сюда же вот положим кетчуп. 4 столовых ложки. Вот этот кетчуп. Сейчас 4 ложечки кетчупа столовых. Видите, если после масла брать, хорошо уходит. Так что тоже сначала можно масло, а потом кетчуп. Вот. Это все надо тщательно перемешать. Итак, перемешал. Теперь сюда же лук весь этот. Можно немножко кольца разделить.
Вот. И это все с луком сейчас пойдет закипать. Доведем до кипения, потом остудим и уложим рыбку в эмалированную посуду и зальем вот этим рассолом, когда он уже остынет. За это время, пока готовим рассол, не забываем накрыть крышкой рыбку и поставить в холодильник, чтобы она не стояла просто так на свежем воздухе, чтобы не испортить ничего. Так что все, вот иду теперь доводить до кипения это. Вот довел до кипения, добавил пару ложек уксуса, того, который показывал, пару столовых ложек. И оставлю остывать. Предварительно берем что-нибудь из нержавейки и вот так вот укладываем рыбешку. И ждем, когда это остынет. Итак, до комнатной температуры рассол уже остыл. Рыбка приготовлена. Значит, это все надо залить. Открываем это все, рыбку нашу. И уходит в холодильник на нижнюю полочку на сутки. Вот завтра эта рыбка уже будет готова. Так что завтра продолжим смотреть, что получилось. А сейчас накрываем и в холодильник на нижнюю полочку. Итак, сутки прошли, рыбка засолилась. Вот какое получается блюдо. Попробовали, очень-очень вкусно, нам понравилось. Вот специально положил, смотрите, как она выглядит. Вот специально перевернул, как говорят, мяском кверху, чтобы видно было, насколько оно просолено и какой вид. Лучок получается вот такой, немножко цвет такой, видите, кетчуп дает о себе знать. Ну, в общем, вот такая рыбешка получается. Так что советую, делайте, пробуйте. Всем приятного аппетита и до следующих видео. Пока.